Как-то прочитал, что мое поколение 60-70+, называют дети книги. Действительно, книги были для нас основным источником информации. Вырос я в небольшом городке, около 50 тысяч жителей. Телевидение только начало появляться, когда я учился уже в 10 классе, 1964 год, слово «компьютер» вообще было не в ходу. Было однопрограммное проводное радио, было детское кино по воскресеньям, 10 копеек билет, и были книги в библиотеке, подчеркнул в библиотеке, поскольку в домах у меня, моих знакомых, родственников и друзей, книг было мало, либо учебники, либо непонятно откуда взявшиеся художественные книги, либо вообще не было никаких книг. В больших городах и в среде интеллигенции картина, думаю, была иной, но я вырос в пролетарской среде, и у нас было именно так. В этом посте на моем примере решил немного рассказать о моем поколении для общего развития нынешних поколений. По словам матери, читать я научился в 5-летнем возрасте, причем не помню, чтобы меня специально учили, мои друзья были старше меня на 2-3 года, наверное, соучаствуя в их домашних заданиях, я и обучился грамоте. Читал все подряд, что попадало в руки. Помню, как мать днем прилегла отдохнуть, а я ей читал из газеты «Правда» что-то про Женевскую конференцию. Там было много новых длинных и непонятных мне слов. Мать подсказывала мне, и я удивлялся, как она угадывает слова, не видя их. Наверное, именно посему этот эпизод мне и запомнился. Читал и учебники. Отец в годы моего младенчества учился в вечерней школе, остались учебники 1947-49 годов. Это потом здорово помогло мне при учебе в школе, история СССР, правда, изменилась к тому времени. А в 6-летнем возрасте я записался в детскую библиотеку и тут уже отрывался по полной программе. Вначале было трудно. В библиотеке книги располагались на стеллажах по возрасту, точнее по классу. Меня 6-летку отправляли к книгам для 1 класса. А там большие по формату книги с большими картинками, а читать-то нечего, репки-колобки, лисицы и зайчики и тому подобное. На дом давали по 2-3 книги на 10 дней. Библиотека была минутах в 20 хода моими малыми ножками. И пока я шел домой, эти книги на ходу уже прочитывал. Впору было возвращаться назад и брать другие книги. Выручали друзья, которые были старше меня, и брали книги за 3-4 класс. Книгообмен в нашем детском и юношеском кругу был интенсивным, и мы все читали одни и те же книги, поэтому в нашем миропонимании было немало общего. Библиотечные книги время от времени заигрывались, терялись, и надо было отнести в библиотеку что-то взамен. Помню, как в юношеском возрасте мне надо было отнести в библиотеку книгу взамен утерянной, и я выбирал, что отдать. В доме уже была библиотечка из книг, подаренных дедом. Выбирал между «Хинельские походы», «Воспоминания про партизанский отряд» и «Сержант милиции Лазутина». Решил, что про партизан это круче, надо оставить, и отнес «Сержанта», не посоветовавшись с родителями. Мать только охнула, когда узнала. С годами ценности меняются, и из походов я помню только обложку, а из «Сержанта» основу сюжета. Сейчас бы я отдал походы. А когда учился в старших классах, стал активистом в библиотеке, рисовал тематические плакаты к праздникам и подписывал тушью переплетенные подшивки журналов. Библиотекарши собирали журналы в стопки, полугодовые, если журналы толстые, или годовые, если тонкие, переплетали их и наклеивали этикетку, на которой надо было написать название журнала, год выпуска и диапазон номеров. Вот я этим и занимался. Журналы можно было читать только в читальном зале, но мне на дом выдавали переплетенную подшивку, чтобы я дома надписал этикетку. В итоге я перечитал «Вокруг света», «Знание и сила», «Наука и жизнь», «Техника» молодежи за несколько лет. До сих пор благодарен тем библиотекарям, у них было неписанное правило. К 2 художественным книгам они давали в нагрузку 1 научно-популярную, а я брал и по 2.
Мне это пригодилось и в школе, и в институте, и вообще по жизни. В студенческие и более взрослые годы моя книгомания продолжилась, но я уже собирал свою библиотечку всеми доступными мне способами. Что-то удавалось купить, приезжая к родителям в родной городок, обязательно посещал книжный магазин, там можно было купить книги, которые не купишь в большом городе, так как книголюбителей было намного меньше. Букинистический магазин был моим любимым магазином. Здесь можно было купить роман-газеты, а в них печатались нередко хорошие наши и зарубежные авторы, и журналы. Из журналов я извлекал интересные для меня материалы и делал тематические подшивки. Популярные художественные книги можно было купить в обмен на 20 килограммов. Макулатуры, а кое-что по подписке, в основном по блату или выстояв ночь в очереди у магазина, где проводилась подписка. В итоге вдоль одной стены квартиры стояли самодельные стеллажи до потолка с книгами, журналами и подшивками, и я как-то ухитрялся их прочитывать. А в конце 80-х наступили новые времена, перестройка и начало дикого капитализма. Началось издание множества весьма популярных книг, которые можно было купить на стихийных книжных рынках, куда я ходил каждый выходной. После многолетнего книжного голода книг было так много, что я покупал все для меня привлекательное, в первую очередь зарубежную и нашу фантастику и литературу эзотерического и духовного содержания. Для внуков впрок покупал детские книги Буратино, Чиполлино, Незнайку, Капитана Врунгеля и тому подобное. А тут еще развелся с женой, оставив ей всю накопленную ранее библиотеку, и начал собирать новую. Времени для чтения оставалось все меньше, но я надеялся, что в будущем все непременно прочитаю. Такого будущего не наступило, и я, поразмыслив, решил отдать большую часть книг в детскую библиотеку моего детства и юности. Привез несколько сумок вкусных, на мой взгляд, книг. Собрание сочинений Саймака, Азимова, Хайнлайна, Гаррисона, Шекли и прочее. Библиотекарши взглянули и сказали без интереса фразу, от которой я чуть тут же не рухнул на пол. Наши дети фантастику не читают. Как? Дети не читают фантастику. Что же это за уроды такие? Посоветовали мне сдать книги во взрослую библиотеку, что я и сделал. Там меня только спросили, в каком состоянии книги. Они были в хорошем состоянии, многие даже не читаны. А когда внук дорос до книг, которые я для него загодя припас, то оказалось, что книги он не читает. Его мама читает, а он нет. У него другие интересы. И тут я понял, что это наше поколение было детьми книги, а после нас были поколения детей телевизора, детей компьютерных игр, а сейчас детей интернета и гаджетов, и это совсем другие поколения. Не берусь судить, хуже или лучше, просто другие. Когда началась эпоха интернета, я, не сумев остановиться, накачал с трекеров множество электронных книг, купил читалку, но читаю все меньше и меньше, в основном притчи, афоризмы, эзотерическую и духовную литературу. Остальное лежит в туне на запас, вдруг проживу 1000 лет и половину смогу прочитать. 10 лет назад лежал в больнице в одной палате с известным в городе, и не только в городе, книгофилом-коллекционером Александром Б. И увидел существенную разницу между самостийным книголюбом, вроде меня, и настоящим ценителем книг. Я всего лишь потребитель книг, а Александр был еще и пушкиноведом. Он, например, пришел к выводу, что стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновение» посвящено вовсе не А.П. Керн, как считали пушкиноведы, а жене Александра I, в которую Пушкин втайне был влюблен. Пушкиноведы, конечно, устроили Александру бурную разборку, на которой он привел убедительные доказательства своей версии. А недавно я эту версию прочитал в интернет-статье, как уже заслуживающую внимания. Там, кстати, говорилось, что когда после гибели Пушкина ему собирали деньги на памятник, то Керн не дала ни рубля и плохо отозвалась о Пушкине. Пушкин, кстати, в одном из писем приятелю тоже о ней отозвался нелестно. Так что версия весьма правдоподобна.
Вот вкратце и все, что я хотел рассказать о детях книги. Сейчас другие времена, другие песни. И все меньше остается тех, кто смог бы спеть старые песни моего детства. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Понравилась история? Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, а также не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые истории. Всего вам хорошего!